Добрый день, уважаемые пользователи YouTube. Меня зовут Руслан Шамшадинов. Я артист цирка, культуролог. И это видео, не вполне видео, это скорее подкаст. Насколько я понимаю, подкаст скорее предполагает какой-то разговор с двумя людьми, как минимум. Это обсуждение, это совместный опыт решения проблемы через диалог. Это очень интересный формат, как мне кажется, но мне бы хотелось просто поговорить, не монтировать видео, а сосредоточиться на каких-то моих размышлениях в более живом формате, потому что когда я монтирую видео, я все-таки определенным образом конструирую свое высказывание, а сейчас мне бы хотелось попробовать формат более живого монолога, или даже диалога с самим собой. Ну, как говорится, хочешь поговорить с понимающим человеком, поговори сам с собой. Не к тому, что нет человека, который не понял бы то, о чем я говорю, э, потому что формат моего монолога это скорее такое рассуждение на тему. Это ни в коем случае не лекционный формат, не, не лекционный материал. Это попытка создать такого своеобразного Франкенштейна очередного, потому что в своих предыдущих видео, которые основаны отчасти на моих студенческих работах, ну, в частности, видео про символику жонглирования и отдельно видео про перформанс, это на самом деле две части моей выпускной квалификационной работы, которая называлась «Феноменология жонглирования в контексте зрелищных искусств». Она состояла из двух курсовых работ. Первое — это символика жонглирования в контексте циркового искусства, и перформативной практики — это вторая часть. И самое интересное, как мне кажется, самое интересное в этой работе, почему я так или иначе к ней возвращаюсь, это сквозной мотив, который прослеживался конкретно в тексте, но который я убрал, к сожалению, из видео, потому что мне кажется, что это определенная надстройка, которая требует отдельного опыта проговаривания, потому что это достаточно неразработанная тема, как мне кажется. Я говорю про феноменологический подход к анализу текстов культуры, феноменологию зрелищных искусств, в частности. Я при написании своей квалификационной работы ориентировался на Гуссерля в первую очередь, но скорее даже не на Гуссерля, а на интерпретаторов Гуссерля, потому что Гуссерля читать, как мне кажется, лучше в оригинале, но я не владею, к сожалению, немецким языком в достаточной степени, чтобы читать и понимать на 100%, насколько это возможно. И поэтому скорее ориентировался на интерпретаторов Гуссерля. Но и вообще, сам по себе Гуссерль как писатель, конечно, оставляет желать лучшего, если, если интерпретировать его тексты как художественные, то художественная ценность этих текстов будет крайне мала, крайне слаба. Даже читая Гегеля, который отчасти задал какой-то вектор э, феноменологического, феноменологического подхода к интерпретации культуры, у него, даже продираясь сквозь вот эти вот такие э, пространные формулировки, довольно темный язык, как у многих философов того времени, переусложненный, но в этом монологи в этом формате изложения проскальзывают настолько понятные, простые, поэтические, даже можно сказать, а, фрагменты текста, что ты к ним стремишься, продираясь через вот это вот переусложненное высказывание. И когда ты выходишь на эти фрагменты текста, ты как будто бы выходишь на верхушку горы, где поляна и солнце светит, и ты как будто бы
окидываешь взором вот этот вот весь путь, который тебе пришлось пройти, чтобы дойти до этой вершины. Это очень приятное ощущение, и у Гусаря такого нет. У него очень, очень своеобразное понимание изложения текстов и работы с аналогиями, с какими-то сравнениями, метафорами. Метафоричность текста, конечно, абсолютно не поэтическая, это довольно сухое изложение. Так вот, когда я создал свою выпускную квалификационную работу про феноменологию жонглирования, это может, это скрещение феноменологического подхода и жонглирования как жанра циркового искусства может показаться притянутым за уши, каким-то неестественным, но я не согласен с этим, потому что, как мне кажется, я смог провести определенную параллель, которая кажется абсурдной, но на самом деле она довольно очевидна. Если рассматривать феномен как единицу выражения, то в переложении на жонглирование, как жанр циркового искусства, феноменом, на мой взгляд, является трюк, как смысловая единица, как средство художественной выразительности жонглера, будь то спортивный жонглер, даже, который просто работает над трюками, или будь то жонглер-артист, который в рамках своего номера, как цельного художественного высказывания, использует трюк как средство художественной выразительности. И вот эта вот попытка перейти к основаниям культуры, это основная, как мне кажется, цель феноменологического подхода, переход к основаниям культуры без наслоения контекстов, смыслов, которые накладываются уже нашим восприятием. Вот эта интенциональность, то есть направленность сознания на истоки вещей, на истоки явлений, в приложении на интерпретацию жонглирования, интерпретацию работы артистов цирка, дает интересные результаты. И вот сейчас я задумался о том, что опыт смешения, скрещивания, казалось бы, разных совершенно областей знания дает интересные результаты. И вот мое размышление привело меня к тому, что может быть интересным совместить две вещи, которые меня увлекают особенно. Это клоунада, потому что мой папа клоун. Я сам работаю отчасти в этом жанре с самого детства. Клоунада как способ восприятия действительности. Ведь по факту вся серия видео «Волшебная повседневность», которую я назвал так по разным причинам, она на самом деле не о культуре повседневности, это о способе восприятия действительности через предметы повседневности, через смыслы, которые мы вкладываем в эти предметы быта, через обычные вещи, которые окружают нас, и пытаемся тем самым направить наше сознание, сконцентрировать его на каких-то частностях, и через эти частности понять общее. Это способ познания мира, в первую очередь. То есть такая экзистенциальная штуковина. И феноменологический подход предполагает как раз-таки концентрацию на вот этих феноменах, как условных единицах действительности, быта, без наслоения контекстов. И вот этот эксперимент, который я хочу произвести, это попытка скрестить феноменологию и клоунаду. И
представить и поставить их как будто бы в игровой форме в один ряд методологических инструментариев познания повседневности. Феноменологический подход в анализе зрелищных искусств, как я уже говорил, позволяет выявить изначальные основы культуры. Если обратиться к определению феномена, данному Гуссерлем и его последователями, феномен — это способ данности предмета, его изначальная суть. И в жонглировании, в моем примере, феноменом является трюк в контексте номера. А в клоунаде, в свою очередь, феноменом может являться шутка. Шутка как трюк, шутка как первичная единица художественной выразительности, шутка, завязанная на необычном взаимодействии с повседневностью и предметами, ее составляющими. Если посредством чередования трюков строится символическая реальность жонглирования, то посредством чередования шуток строится символическая реальность клоунады. В феноменологии Гуссерля феномен — это непосредственно данное сознание как содержание интенционального акта. Интенционального, то есть свойственного познанию, направленного на предмет. Собственно, интенциональность — это свойство восприятия действительности, направленность на предмет, направленность внимания. И аспектами этой интенциональности являются ноэзис, собственно, предмет, и ноэма, то есть явленное. Если ноэзис — это смысловой объект, совокупность данности объекта, который предшествует вот этому опыту феноменологической редукции, то есть процессу анализа предметов, артефактов культуры, то ноэма — это носитель смысла, смысловая единица восприятия. То есть содержание предмета, к которому стремится сознание в процессе вот этой феноменологической редукции и интенционального акта сознания, то есть направленности на предмет. Феномен — это способ данности предмета, его изначальная суть. И феноменология в первую очередь ставит перед собой задачу выявления изначальных основ культуры, как я уже говорил. И следуя вот этому феноменологическому способу, принципу исследования, предмет нужно лишить эмпирических, теоретических, логических предикатов, то есть понятий, которые определяют предмет суждения. Все вот эти предикаты, они привносятся истории, привносятся нашим контекстом, в котором они существуют. И главная задача феноменолога — рассмотреть предмет, вот этот объект, в его бытийственных характеристиках. И что самое интересное, при анализе зрелищных искусств посредством феноменологического подхода, вот эта вот интенциональность, направленность внимания и само по себе внимание, сам по себе взгляд, он обращает любую вещь в произведение искусства. Производится близко к концепции Шкловского определенный опыт отстранения. И вот этот феноменологический взгляд, он отчасти, наверное, он завязан с идеями конвенциональности. Например, при внесении какой-то вещи в музейное пространство, вещь теряет привычные связи и сохраняет при этом свои реальные свойства. Вот, например, писсуар Марселя Дюшана, будучи помещенным в контекст музея, он освобождается от вот этих предикатов действительности и приобретает новый смысл, но не лишается вот этой реальности. Он освобождается от реальности использования вот этих предикатов. И это, можно сказать, пример феноменологической процедуры. Вещь изымается из вот этих вот связей функциональных контекстов и предстает как бы сама по себе. Собственно, клоунада
предполагает такой подход, мир вещей и явлений в клоунадах поворачивается необычной, неожиданной стороной. Как в книге «Искусство клоунады» сказано, здесь все удивительно, все не так, как в обыденной жизни. И клоун не может просто использовать предмет, как он есть, как он дан. В реальности в любом случае это идет переосмысление. Если вспомним того же Ингебарова, который интересно описал то, как можно взаимодействовать с метлой, с обычным предметом, то есть обыграть его совершенно по-другому, совершенно непривычно. То он становится винтовкой, то он становится гитарой. Все зависит от нашего взгляда, от нашего опыта остранения этого предмета. В цирке нарратив, то есть сюжет, он строится посредством чередования трюков. Трюковые комбинации, они драматургически так или иначе завязываются в единую сеть, и создается определенный саспенс, создается ощущение движения вверх, в высоту. Усложнение трюков, вот этих трюковых комбинаций по мере развития номера, это и есть основная форма нарратива в цирковом искусстве. И это совсем не сюжетное проявление драматургии, хотя есть примеры того, как в советском цирке часто привлекали известных литераторов для создания цирковых номеров. Вот, например, один из авторов написал монолог, в котором клоун, жонглируя мечами, ведет рассказ о своем дяде. Дядя получал маленькую зарплату. Вот в это время клоун жонглирует, держа руки почти вместе. А жить он привык на широкую ногу. Клоун, продолжая кидать шарики, показывает, на какую широкую ногу живет дядя. А где дядя брал деньги? Он комбинировал, различные комбинации показываются. Хватал направо, шарик летел вправо, хватал налево, шарик летел влево. И, конечно, здесь клоун роняет шарики, дядя засыпался. Вот такой вот нарратив получается в духе Кривого зеркала. Конечно, вспоминаются номера Виталия Лазаренко, известного клоуна-прыгуна. И он часто работал с Владимиром Маяковским, который писал ему небольшие стишки. Да и сам Лазаренко тоже писал стихотворение, непримерно с идеологической окраской. Это был клоун-агитатор или прыгун-стихоплет. Во всех советских книгах про цирк, коих немало, везде есть глава про Лазаренко. Лазаренко стремился к номерам открыто публицистическим, то есть утром в газете, вечером в куплете. Он пытался соединить средства цирковой выразительности со словом письменным, со словом произносимым, и добивался того, чтобы трюк подчеркивал и усиливал идею, которая излагается в словах. Вот, например, он создавал номера-плакаты. К примеру, вот на первомайской демонстрации 1919 года он выступал, есть много фотографий, как он ходил на ходулях по Красной площади, и заканчивал свой номер стихами. «В день 1 мая я, разумеется, не пожалею ни сил, ни ног. Рабочим, крестьянам и красноармейцам посвящаю свой лучший прыжок». И прыгал через препятствия. Если говорить про уличное пространство, оно, естественно, характерно для выступлений цирковых артистов. Изначально цирк зародился на площади, на ярмарках, на балаганах. И здесь определенная связь прослеживается с перформанс-артистами, с акционистами, ситуационистами. Но если перформанс-артисты посредством уличных акций стремились преодолеть вот эту музеификацию искусства, то цирк изначально зародился на площади.
А в советской России цирк и перформанс футуристов, дадаистов, он объединился в нечто новое, в какую-то новую форму. И часто цели, средства а, совпадали у цирка и у футуристов. Например, цирковые представления, созданные футуристами. Самый известный пример — это спектакль, шоу. Сложно как-то определить жанровую специфику этого циркового перформанса. Агитационная пантомима, насколько я помню, это называлось. «Москва горит», 1905 год, Маяковского. Она была поставлена в Первом Московском государственном цирке в 25-ю годовщину революции 1905 года. Если вернуться к Густерлю, феноменолог, производя вот этот акт феноменологической редукции или трансцендентальной редукции, он выносит за скобки все многообразие окружающего мира. Выносит за скобки все, кроме вот этого трансцендентального эго. То есть когито, картезианское когито, мыслью, следовательно, существую. Когито вообще является одной из основных тем работ многих феноменологов. Поль Рикер в книге «Материальная феноменология» большую часть книги рассуждает о теме вот этого трансцендентального эго, знающего мир. Но при вот этом акте выноса за скобки всего окружающего мира феноменолог не теряет вот эти контексты. То есть при переходе от естественной установки сознания к феноменологической содержание мира сохраняется. Но в первую очередь происходит переоценка достоверности их существования. То есть мы подвергаем сомнению, картезианскому сомнению, смыслы, контексты вот этих образов повседневности, которые нас окружают. И только посредством взаимодействия с этими предметами можно наглядно донести мысль вот этой переоценки. То есть вот эта феноменологическая редукция Гуссерля, она состоит в том, чтобы подвергнуть сомнению существование всего того, в чем можно усомниться, в принципе. И посмотреть, что может остаться после вот этого отсечения всех неоднозначных моментов при направленности сознания на объект. Как, собственно, Декарт в опыте методологического сомнения, так и Гуссерль при феноменологической редукции приходит к выводу, что усомниться можно во всем, кроме собственного существования в качестве сознающего существа. Вот это сум когито — это то, в чем нельзя усомниться ни при каких условиях. И, соответственно, клоун, артист оригинального жанра, является единственным объективным проявлением реальности в этом опыте взаимодействия с реальностью. А все остальное — предметы, объекты повседневности, жонглерский реквизит или события, которые подвергаются юморному, юмористическому переосмыслению, они все проблематические. Артист-клоун, на мой взгляд, когда он взаимодействует с предметами повседневности, выдернутыми из повседневного контекста, совершает акт феноменологической редукции. Он производит переоценку этих объектов в поиске достоверных оснований существования. Это бесконечный процесс, бесконечный поиск, и сам процесс является целью. Такая довольно простая мысль, поэтому я, наверное, решил записать не видео, а сделать такой аудиомонолог. Потому что примеров довольно много, примеров, которые адекватно могли бы описать вот этот опыт феноменологической редукции в переложении на клоунское восприятие действительности. И я думаю, что
интереснее будет каждому, кто занимается клоунадой, кто может называть себя артистом оригинального жанра, переложить это на свое творчество в первую очередь. Потому что аподектическим, то есть таким, что не подвергается сомнению, является только наличие собственного взгляда на действительность. И поиск вот этих проблематических явлений, объектов, предметов повседневности представляет наибольший интерес.